Великий руководитель советской страны, икона и объект культа личности для коммунистов и социалистов Евразии. Тот, кто принял страну с сахой, а оставил с атомной бомбой, согласно присказке, которую можно сильно разобрать и опровергнуть, но не в этот раз. Победитель в Великой войне и сокрушитель последних очагов сопротивления внутри страны. Великий Иосиф Джугашвили, он же Сталин, он же Коба. Разумеется, его деяния не столь благолепны и безупречны, а число жертв его идеи и политики существенно перекрывает пользу от результата. Однако сейчас поговорим о тех фактах его биографии, которые мало освещаются публично, чтобы не рушить старательно вылепленный хрустальный образ тирана коммунистических идей. Культ личности Сталина насаждался по лекалам ближневосточных деспотий, где фигура вождя имеет и политический, и религиозный, и нравственный аспект, получаясь таким безгрешным всеотцом. Собственно, и нравы сталинского СССР очень сильно походили на Ассирию времен расцвета. Те же массовые перемещения народов для их растворения и истребления, массовые же казни без особых на то причин, гигантомания в архитектуре. Поэтому у потомков остался образ Сталина либо как безгрешного, ангелоподобного чудотворца, властвовавшего над недостойным его гения массами, либо наоборот, как полуграмотного мясника, творившего беззаконие и дикость, едва не погубившего страну и его население, упиваясь безграничной своей властью и принудительным обожанием населения. Во-первых, биография Сталина множество раз корректировалась так, что установить теперь истину очень сложно. Например, вопрос о фамилии Джугашвили, то есть сын еврея по-грузински, не делали его более популярными среди широких народных масс, где традиционная юдофобия была сильна, особенно на фоне откровенно иудейских фамилий руководства большевиков. Неизвестна и национальность Сталина. Он от формального грузина до осетина, армянина и горского еврея. Имеет некоторые доводы и версия, что настоящим отцом Сталина был русский исследователь Пржевальский. Всячески скрывалась информация о физических дефектах Сталина. Его едва двигавшаяся левая рука – результат травмы бурной молодости, сросшиеся пальцы на ногах, что по русским поверьям было дьявольским признаком. Кожные изъяны в виде шрамов от оспин на лице, а также низкий рост. На полицейской карточке Сталина от руки приписаны 176 сантиметров, вероятно, уже в позднее время. Но большинство современников пишет об очень маленьком росте Джугашвили, что подтверждается и совместными фото с Черчиллем, который на полголовы выше Сталина, хотя я сам обладал скромными 166 сантиметрами. Сталин не имел законченного образования. Будучи изгнанным из семинарии, он продолжал далее лишь революционную деятельность, не получая систематических знаний. До революции человек с такой биографией не смог бы претендовать на роль даже младшего конторского работника, не говоря уже об управлении целой страной. Поэтому общественность пропагандистами усиленно внедрялся миф о том, что Сталин невероятно много и быстро читает, обладает феноменальной памятью и легко усваивает по 400-500 страниц ежедневно, обладая профессорским кругозором широкого круга знаний. Вероятно, здесь мы имеем дело с обычным лизоблюдством и гротеском восхвалении талантов вождя, чтобы закрыть очевидный пробел в его монументальной биографии, в образовании, которое он так и не удосужился получить, хотя находил время для ежедневного чтения колоссального объема. По долгу службы он мог обладать поверхностными знаниями во многих отраслях. Далее же этот факт раскручивался пропагандой до фантастических размеров. Косвенно это подтверждается карандашными пометками Сталина на книгах, которые преподносили как свидетельство внимательнейшего ознакомления с каждой. В них часто комментарии неприличного или дилетантского содержания, довольно далекие от конструктивной критики или полемики о предмете с профессиональной точки зрения. Из этого проистекают корни следующего момента. Сталин никогда и нигде не работал. До 4-го десятка лет он занимался революционной деятельностью, а точнее был ответственным за финансовые ресурсы и кадровую политику, причем первое было банальным разбоем финансовых учреждений южных губерний. Эксы, то есть экспроприаторы, широко работали на большевиков, ограбляя банки и купцов на миллионные суммы, чтобы партия вела свою деятельность, а руководство комфортно проживало в Европе. Их деятельность была жизненно нужна партии, но одновременно была самым позорным клеймом,
от которого всячески пытались уйти, скрывая имена и биографии наиболее крупных налетчиков. Долгое время работы Сталина с партийной кассой и дерзкие ограбления инкассаторов банков говорят сами за себя о том, что его роль в этих делах была невозможна как в плане разработки, так и физической реализации. Друг детства Сталина, Тер Петросян, исполнитель кавказских эксов, в 22 году внезапно погибает под колесами грузовика. Его памятник в Тбилиси сносят при Сталине, а сестру репрессируют. Разумеется, полиция часто сажала эксов в тюрьмы. Не избежал этого и Сталин. И здесь начинается еще одна неприятная для большевиков история – странности Сталина и полиции империи. Вождь сидел не менее 5 раз, но документы об этом тщательно ликвидировались, и сейчас очень сложно найти полные обстоятельства. Свой первый срок Сталин получил в 1902 году. Его и других товарищей арестовали на заседании подпольного кружка. В тюрьме Батуми Сталин сидел до 1904 года, а затем он был выслан в деревню Иркутской области, на тот момент губернии, но успешно оттуда сбежал через 2 года. Весной 1908 года Сталина вновь арестовали и после следственного изолятора выслали под Вологду на 2 года. Однако спустя 7 месяцев Джугашвили сбежал. В 2010 году продолжилась череда арестов. На этот раз Сталин представился сначала полицейским под чужим именем, а затем ему удалось выехать в Петербург под новым псевдонимом Петр Чижиков. В 2012 году Иосифа арестовали в 5-й раз подряд, но из Нарыма он опять умудряется сбежать снова в Петербург. Именно там его уже ждали. После ареста Джугашвили был выслан в далекий Туруханск, где и находился до 1917 года. И регулярные побеги Сталина дают очень много неудобных вопросов. Например, побег из Нарыма – это несколько дней путешествия до Томска по тайге, по реке, по дорогам с проверками, покупкой билетов там, а потом уже и из Томска, ведь в столицу беглый Сталин приехал на обычном поезде, с вокзала купив билет. Как такое возможно, что, проведя неделю в бегах, его никто не искал, не перекрывал пути и не сдал среди местного населения? Ответ простой. Многие соратники Сталина подозревали, что он сотрудничает с охранкой, причем очень давно, с первого срока. Поэтому он так легко бежит из самых дальних ссылок, как будто ему специально открывают двери. Заключение проводят с комфортом, без пыток, истязаний, туберкулеза или тяжелой работы. Разумеется, все подозревавшие ликвидировались, а после краха Российской империи установить, был ли Сталин среди секретных сотрудников, уже нельзя. Кстати, об условиях, миф о непритязательном вожде, который спал на нарах под шинелью, носит один и тот же Френч и не имел денег, не просто сказка, а скорее даже глумление над недалеким населением. Да, публично Сталин выходил в военной форме, по моде того времени, когда военные были людьми высшего сорта в СССР и воюющей Европе, но при этом вождь имел десятки резиденций по всей стране с царскими условиями, дачи и лимузины с личными шоферами, питался лучшими продуктами, а охраняло его несколько батальонов НКВД. Ему действительно не нужны были деньги государства, просто его содержало за миллионы рублей в год. Еще один интересный и парадоксальный факт – поддержка Сталина национальных республик. Российская империя фактически заменяла русским языком национальное, а также упразднила деление окраин по национальным округам в пользу более удобных русских границ. Сталин же разделил Туркестан на Узбекскую и Туркменскую ССР, а затем продолжил на Кавказе. В итоге при нем появились современное деление республик бывшего СССР в южных и восточных областях с местной элитой и негласным приоритетом коренного населения. Одновременно с этим сталинская политика нанесла демографический удар по русскому населению такой силы, что его рост остановился, а уже сразу после Сталина население РСФСР пошло на убыль. Гражданская война, коллективизация, борьба с кулаками, репрессии 30-х, массовый голод 20-30-х, пропаганда абортов, а затем их запрет, породивших волну нелегальных операций по 2 миллиона в год. И, наконец, война с Германией привели к колоссальным человеческим и репродуктивным потерям населения. Полководец Победы, как щедро именуют его сторонники, отменил, однако, празднование Дня Победы в 1948 году и даже упразднил его как выходной день. Темная история с ветеранами-коллегами снизу общества и их исчезновением отлично коррелирует с тем, что наверху Сталин всячески вытеснял военных и бывших военных от управления, доходя до назначения военным министром не одного из генералов Победы,
а гражданского Булганина. Разумеется, нельзя не упомянуть о чудовищно низком уровне жизни все время правления Сталина, который существенно уступал таковому даже в царской России времен Первой мировой войны. Потери в войне столь катастрофические, что их не знала до того ни одна страна мира, что никак нельзя списать только на сверхчеловеческие таланты генералов и солдат вермахта. Отдельное о нравственном облике вождя. Была ли счастлива его жена? Ответ очевиден. Его дети, тоже с ними все предельно известно. Сталин так или иначе уничтожил всех своих близких коллег и друзей по временам до своего возвышения, похоже, не особенно скорбя по тому поводу. Следует упомянуть также, что вопреки сталинистским оправданиям, что якобы террор был дело рук низов и лишенцев, а вождь был в неведении, подпись Сталина о расстреле кого-либо очень часто обнаруживается на бумагах. Некоторый парадокс составляет очень частое рисование Сталина на полях книг, обнаженных мужчин и двусмысленно пошлые подписи к ним. Что это было? Странные шутки? Латентный гомосексуализм? Неясно, но цельности и строгости его облику это не добавляет. Цитата. «Всем членам Политбюро Брюханова за его нынешние и будущие прегрешения следует подвесить за яйца. Если они выдержат, тогда следует признать его невиновным. Все равно, что оправданным по суду. Если они оторвутся, его следует утопить в реке». В 1938 году Брюханов был арестован за участие в оппозиции и расстрелян. Не обладая большой культурой, Сталин не любил интеллигентных. Светочами наук для него были Стаханов и Лысенко, а подлинные гении – биолог Вавилов или ученый-энциклопедист Флоренский – лжеучеными. Благодаря этому научное шарлатанство в СССР процветало, а настоящая наука валила лес в лагерях. В итоге СССР навсегда отстал в промышленном и научном секторе, несмотря на колоссальную финансовую и людскую плату за индустриализацию страны перед войной. Время Сталина оказалось временем войн, истребления, репрессий, догматического мракобесия и пошлого культа ничтожной личности. Как бы ни пытались обелить его образ, результаты правления плачевны и катастрофичны. Можно продолжать и далее, но и без того портрет Сталина получается очень непривлекательным. В сухом остатке имеем неграмотного кавказца, забравшегося на вершину власти интригами и жестокостью, истребивший миллионы человек благодаря созданной машине репрессий, бездарным экономическим и политическим решениям, неготовностью к войне, отвратительно плохой оратор и политик, с подозрительными странностями в личной жизни. И из него делали кумира. Правда, так успешно, что страна не слишком расстроилась после его устранения и смерти. Еще одного политика такого склада страна не выдержит демографически и экономически. Пишите, согласны ли вы с этим портретом, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли